Окей, Colorful Overnight я прошла. Но когда я уже начну тренить экстрим? Возьми Explorers, с ним ты закрепишь свой скилл на Insane Demons. Давай Акрополис, шикарный демон для поднятия скилла на таймингах. Может, Тонатофобию? Классный кликсинг, там вот только, пожалуйста, пока не надо брать акулу. Это мой следующий демон после Colorful Overnight. Он мне нравится, он цветастый и не такой угрюмый. Норм вступление. Окей, продолжаем. Ради прохождения я целый месяц не проходила что-то, начиная с хард-демонов. И оно того стоило. Мое давнее упрямство и желание стать экстрим наконец-то повлияли на мою историю. И теперь это мой первый дефолтный экстрим демон, прям как 25-й ранг в старой системе в Brawl Stars. Я стал узником зеленых, ура! Окей, говорю сразу, конечное число попыток будет явно большим из-за того, что я этот демон копировала еще при хардости Magma Bound, и еще тогда тренировала некоторые моменты оттуда, зато теперь, с полноценным возвращением, я эти парты уже знаю лучше. Пару слов о некоторых моментах демона. Так как рассказ про каждый процент займет жирную часть хронометража, будто это гайд как пройти Аку, хотя частично так и есть, я просто расскажу про некоторые моменты, которые бесили меня, и затем расскажу про свой метод контры. Придроп партушный. Было бы лучше, если бы демон начинался с 27%, и пофиг, что он станет инсейном. Я ради того, чтобы проходить этот парт хотя бы каждую вторую попытку, сделала вторую копию, которая включает в себя геймплей до 45%, после чего дальше идет пила с месседжем о том, что пора как бы проходить Арик с нуля. Парт с 27% бесит тем, что я анскилл на волне, вот так просто. В итоге я на дабл-клике на мини-волне просто смотрела в ту точку, где по идее должна быть волна, и кликала там, прямо как в той волне на Night Terrors. Этот торп перед UFO нужно прожимать бафером. Волна на 71-73% тоже контролилась мной с заучкой паттерна, как в том же НТ. Или паттерны я хз. Здесь нужно проспамить, пропустив один орб. Last Part, ну, я не знаю, тут уже не могу конкретно описать, так как это еще и игра с хитбоксами, так что скажу только про два Last Warp. Кликайте посередине их, чтобы не слиться на ласт-шипах. Окей, основные бесящие моменты мы разобрали, теперь к прохождению. Поначалу у меня были планы быстро завершить демон аккурат под дырой, который у меня должен был состояться через пару недель. Уже пошел небольшой прогресс в 44%, а дальше я совершила нормальный такой скачок до 60%. Итак, с этого момента держим в голове основную мысль. При волнении ты можешь сделать любую фигню, и поэтому порой сливы на прогрессах могут выглядеть ну крайне тупо. Конечно, когда дело касается новых хардостов, то обязательно должен быть хотя бы один 64 референс. О да, с 44 прыгай на 60%. Очень хороший экспириенс. Пока там другие вот застревают на 51, 52, этот парт мной просто заучен еще с тех времен, когда я даже не имела столько инсейн демонов, вот сколько сейчас у меня их. Целых 5 инсейн демонов, о май гад. Надо соскринить обязательно. Окей. Вот. Рука просто устала, вот потом я просто переложила свою руку, вот положение своей руки сменила, и теперь она поставила такой вот рекорд. Очень интересный экспириенс, дорогие зрители. Дальше я дошла до 70. Как и ожидалось, я там слилась просто из-за нехватки нормального скилла на волне, и не сообразила в принципе. Это только первые попытки, уже 70%. И как это понимать? На этом мои прогрессы в прежнем возрасте заканчиваются. Да, вот так сразу. Дело в том, что мне жутко не повезло заболеть уже поздней весной ангиной. В основное время я либо гриндила звезды и даже смогла обогнать Виприна, либо рубилась в Бравле с желанием схавать суши. В итоге 7 мая я вернулась к прохождению, однако все равно не было новых прогрессов. Демон уже скорее бесил, чем нравился из-за того, что я все время фармила попытки на придропе, и дойти до 27+ уже было счастьем.
Я бы хотела на самом деле красиво завершить историю карьеры прежнего возраста на этом демоне, однако ничего не получилось, и в итоге я прошла другой последний демон перед ДР, коим оказался Space Circles. Пару слов. Демон в принципе приятный, если не учитывать мемори моменты, так что походить вполне можно. После ДР я взяла перерыв, где я уже под конец мая заставляла себя зайти в этот уровень. Я о нем стабильно уделяла слова на ГДВ. Один чел даже прошел его, пока я застряла на одном прогрессе. 23 мая, по моим расчетам, я дошла до дропа 17 раз, а прогрессов 40+% было всего 3. Придроп высасывал из меня попытки. Было принято решение сделать специальную копию, о которой я уже говорила ранее, чтобы натренить этот придроп и не поставить случайно новых прогрессов. Но в это же время меня уже просили отдохнуть, ведь конс может вернуться только после отдыха. И я это сделала. Наконец я начала вновь проходить демон уже 2 июня. Вернувшись, я наконец-то научилась контрить волну на начале дропа, которая у меня до этого проходилась с полурандома. Как раз из-за этого у меня и пошел рост шансов пройти этот демон. Извините меня, Слэйры, если я вас чем-то оскорбила. За 19 дропов я уже 7 раз доходила до 40+%. И вот, я прошла волну на 71-73. Ужасная концовка, продолжаем. На следующий день пошел прогресс еще тупее. Деф номер 2. На третий день я уже отчаялась в прохождении именно в этот день. Типа я даже в делик нормально не сыграла. Наверное, из-за этого у меня первое время прогрессы шли не очень. Я пожаловалась об этом одному из моих зрителей, и тот мне предложил поиграть в войсе, чтобы тот смог посмотреть на мое прохождение вблизи. А если бы мы с вами поднимали актив на моем серваке, ссылка в описании, то я бы стримила не только в ЛС или в других рандомных местах, пусть я там даже почти ни разу не стримила. Не бойтесь, вы почти в любой момент можете написать мне в чате и получить довольно скорый ответ. Довольно самопиара, вот мы подходим к кульминации. Зритель смотрит за мной в войсе и прямо на своих глазах видит следующую картину. Деф. Деф! Серьезно, дефолтный демон. Let's go, экстрим, чтобы он не стал инсейном. 9-3-3-7 попыток, капец. Так, да мы записываем вообще. Так. Как-то так вообще выходит. Ой. Да? Всё. Первый экстрим, let's go. Совершенно спокойная реакция. Чё напишем в комменты?
Во. Что мне еще говорить? В любом случае, сейчас какой-нибудь зритель найдет здесь изъяны, лол. Однако мне пока нравится видос. Уверена, я с него потом буду кринжевать как с магмой и старательно игнорить его. Окей, про вступление мне предъявили, а вот насчет отступления ничего не сказать, так что... Спасибо за просмотр. Это просто рассказ экспириенса с каким-то ДП. Но вообще не интересно. Кстати, превью тоже плохое, на что я только подписался. Я не знаю, что он здесь забыл, честно.